Товарищи, всем добрый день! Сегодня хочу поделиться опытом о том, какие использовать редуктора на моделях VPL, ну, наверное, вообще на 16 масштабе. А если точно, не то не на 16 масштабе, а с 370 моторчиком или с бесколлекторным, подходящим под такой же размер. Значит, полезно это будет тем, кто строит модели, у которых нагруженная трансмиссия, или у кого бесколлекторный мотор, как у нас. Значит, когда поставили бесколлекторный мотор и сын как продолжал наваливать, так и наваливает, значит, у нас стали частенько ломаться шестерни в самом редукторе. То есть, если там открыть, там шестерни на самом деле небольшие. Они плавно понижают обороты и увеличивают усилия на колесах. Редуктор, если одноступенчатая коробка, он нужен, без него никуда. И здесь вот он, каскад шестеренок. Вот с ведущей шестерни передается усилие через каскад шестеренок, и регулярно у них зубцы вылетали, когда там какое-то усилие более-менее существенное. Ломались, он не сразу перестает совсем работать, но постепенно, когда сломается один зуб, то постепенно там сломается быстро, и он вообще перестает работать. Быстро сломаются остальные зубочки, и он перестанет совсем работать. Значит, да, можно взять двухступенчатую коробку. В двухступенчатой коробке конкретно такой проблемы не будет. Ну, там будут другие проблемы с самой двухступенчатой коробкой. Но шестерни там здоровенные, они просто металлические. Если металлические шестерни, с ними вообще там проблем не будет. Они заменяют такие же пластиковые, а пластик рассчитан на то, чтобы выдерживать нагрузки. Ну, соответственно, когда их меняешь на металл, ну, они там «Жигули» могут тянуть. Но если у вас, как у нас, например, бесколлекторный мотор, то двухступенчатая коробка, она не очень-то и нужна. Вот у меня, например, ребенок, он не любит переключать скорости, ему это не нравится, он пока не понимает, когда вообще зачем включать пониженную передачу, когда можно все проезжать на быстрой скорости и мощности хватает. Ну, сейчас он уже подрос, и там медленно ездить он умеет. Для этого на бесколлекторном моторе, если у вас нормальная аппаратура, не стоковая VPL, то там можно задать экспоненты, и там задаете экспоненту там в 75%, и тогда в самом начале мотор будет крутиться медленно, а когда уже крючок прижимаешь к рукоятке, там уже все крутится на полную скорость. Но это и не только на бесколлекторных моторах, это если у вас там 6х6 или 8х8 вы делаете, то тоже на этот редуктор, на одноступенчатой коробке будет повышенная нагрузка. Я хочу поделиться тем, как мы с этим справились. Значит, я нашел редуктора, я тоже ссылку оставлю. По форм-фактору они точно такие же, точно так же к 370 мотору крепятся или к бесколлекторному, но у них есть существенное отличие. И отличие это в том, что тут два каскада шестеренок. Там решение простое, там он был один, и там понятно, что на него вся нагрузка приходится, а здесь нагрузка равномерно распределяется на два каскада шестеренок, и, соответственно, на него можно смело давать усилия в 2 раза больше. Вот у нас такой редуктор пока еще не сломался ни один. Я их заказал несколько там на всякий случай, но, в общем, ни один такой редуктор у нас еще из строя не вышел. Работает он замечательно, место занимает ровно столько же. Собственно, тот редуктор, который по умолчанию, там точно так же можно ставить второй каскад шестеренок, то есть место-то там есть, просто он не вставленный, ну, из-за удешевления конструкции. Там все гонятся за прибылью, поэтому, да. В этих редукторах каскадов шестеренок 2, соответственно, ресурс у них гораздо больше. Пользуйтесь, пожалуйста, кому интересно было, берите на вооружение. Ну все, всем трудящимся мира, всем до свидания.